Знаешь ли ты, сколько месяцев в году? 12. А как их зовут? Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Только окончится один месяц, сразу же начинается другой. И ни разу еще не бывало так, чтобы февраль пришел раньше, чем уйдет январь, а май обогнал бы апрель. Месяцы идут один за другим и никогда не встречаются. Но люди рассказывают, будто в горной стране Богемии была девочка, которая видела все 12 месяцев сразу. Как же это случилось? А вот как. В одной маленькой деревушке жила злая и скупая женщина с дочкой и падчерицей. Дочку она любила, а падчерица ничем ей не могла угодить. Что ни сделает падчерица, все не так. Как ни повернется, все не в ту сторону. Дочка по целым дням на перине валялась, да пряники ела, а падчерице с утра до ночи и присесть некогда было. То воды натаскай, то хворосту из лесу привези, то белье на речке выполощи, то грядки в огороде выпали. Знала она и зимний холод, и летний зной, и весенний ветер, и осенний дождь. Потому-то, может, и довелось ей однажды увидеть все 12 месяцев разом. Была зима, шел январь месяц. Снегу намело столько, что от дверей его приходилось отгребать лопатами, а в лесу на горе деревья стояли по пояс в сугробах и даже качаться не могли, когда на них летал ветер. Люди сидели в домах и топили печки. В такую-то пору, под вечер, злая мачеха приоткрыла дверь, поглядела, как метет вьюга, а потом вернулась к теплой печке и сказала падчерице: «Сходил бы ты в лес, да набрала б там подснежников. Завтра сестрица твоя именинница». Посмотрела на мачеху девочка. Шутит она или вправду посылает ее в лес? Страшно теперь в лесу. Да и какие среди зимы подснежники! Раньше марта месяца они не появятся на свет. Сколько их ни ищи, только пропадешь в лесу, увязнешь в сугробах. А сестра говорит ей: и если и пропадешь, так плакать о тебе никто не станет. Ступай, да без цветов не возвращайся. Вот тебе корзинка. Хе-хе-хе. Заплакала девочка, закуталась в рваный платок и вышла из дверей.
Ветер снегом ей глаза порошит, платок с нее рвет. Идет она, еле ноги из сугробов вытягивает. Все темнее становится кругом, небо черное, ни одной звездочкой на землю не глядит, а земля чуть посветлее, это от снега. Вот и лес. Тут уж совсем темно, рук своих не разглядишь. Села девочка на поваленное дерево и сидит. Все равно думает, где замерзать. И вдруг далеко меж деревьев сверкнул огонек, будто звезда среди ветвей запуталась. Поднялась девочка и пошла на этот огонек. Тонет в сугробах, через бурелом перелезает. Только бы, думает, огонек не погас. А он не гаснет, он все ярче горит. Уж и теплым дымком запахло, и слышно стало, как потрескивает в огне хворост. Девочка прибавила шагу и вышла на полянку. Да так и замерла. Светло на полянке, точно от солнца. Посреди полянки большой костер горит, чуть ли не до самого неба достает. А вокруг костра сидят люди, кто поближе к огню, кто подальше. Сидят и тихо беседуют. Смотрит на них девочка и думает, кто же они такие? На охотников будто не похожи, на травосеков еще того меньше. Вон они какие нарядные, кто в серебре, кто в золоте, кто в зеленом бархате. Стала она считать и насчитала 12. 3 старых, 3 пожилых, 3 молодых, а последние 3 совсем еще мальчики. Молодые у самого огня сидят, а старики поодаль. И вдруг обернулся один старик, самый высокий, бородатый, бровастый, и поглядел в ту сторону, где стояла девочка. Испугалась она, хотела убежать, да поздно. Спрашивает ее старик громко: «Ты откуда пришла? Чего тебе здесь нужно?» Девочка показала ему свою пустую корзину и говорит: Да нужно мне набрать в эту корзинку подснежников. Засмеялся старик. Это в январе-то подснежников. Вот чего выдумала. Не я выдумала, Отвечает девочка. а прислала меня сюда за подснежниками моя мачеха и не велела мне с пустой корзинкой домой возвращаться. Тут все 12 поглядели на нее и стали между собой переговариваться. Стоит девочка, слушает, а слов не понимает, будто это не люди разговаривают, а деревья шумят. Поговорили они, поговорили и замолчали. А высокий старик опять обернулся и спрашивает: «Что же ты делать будешь, если не найдешь подснежников? Ведь раньше марта месяца они не выглянут». В лесу останусь, Говорит девочка. буду марта месяца ждать.
Уж лучше мне в лесу замерзнуть, чем домой без подснежников вернуться. Сказала это и заплакала. И вдруг один из 12, самый молодой и веселый, в шубке на одном плече, встал и подошел к старику. Братец Январь, уступи мне на часок свое место. Погладил свою длинную бороду старик и говорит: я бы уступил, да не бывать марту прежде февраля. Ладно уж, Проворчал другой старик, весь лохматый, с растрепанной бородой. уступи, я спорить не стану. Мы все хорошо ее знаем. То у проруби ее встретишь с ведрами, то в лесу с вязанкой дров. Всем месяцам она своя, надо ей помочь. Ну, будь по-вашему, сказал Январь. Он стукнул о землю своим ледяным посохом и заговорил: не трещите, морозы, в заповедном бору, у сосны, у березы не грызите кору. Полно вам воронье замораживать, человечье жилье выхолаживать. Замолчал старик, и тихо стало в лесу. Перестали потрескивать от мороза деревья, а снег начал падать густо, большими мягкими хлопьями. — Ну, теперь твой черед, братец, — сказал Январь, и отдал посох меньшему брату, лохматому февралю. Тот стукнул посохом, мотнул бородой и загудел. Ветры, бури, ураганы, дуйте, что есть мочи, вихри в юге и бураны, разыграйтесь к ночи. В облаках трубите громко, вейтесь над землею, пусть бежит в полях поземка белою змеёю. И только он это сказал, как зашумел в ветвях бурный мокрый ветер. Закружились снежные хлопья, понеслись по земле белые вихри. А февраль отдал свой ледяной посох младшему брату и сказал: теперь твой черед, братец Март. Взял младший брат посох и ударил о землю. Смотрит девочка, а это уже и не посох. Это большая ветка, вся покрытая почками. Усмехнулся Март и запел звонко во весь свой мальчишеский голос: Разбегайтесь, ручьи, растекайтесь, лужи, вылезайте, муравьи, после зимней стужи. Пробирается медведь сквозь лесной валежник, стали птицы песни петь, и расцвел подснежник. Девочка даже руками плеснула. Куда девались высокие сугробы? Где ледяные сосульки, что висели на каждой ветке? Под ногами у нее мягкая весенняя земля. Кругом каплет, течет, журчит, почки на ветвях надулись, и уже выглядывают из-под темной кожуры первые зеленые листики. — Что же ты стоишь? — говорит ей Март. — Торопись, нам с тобой всего 1 час братья мои подарили. Девочка очнулась и побежала в чащу подснежники искать, а их видимо-невидимо под кустами
кустами и под камнями, на кочках и под кочками, куда ни поглядишь. Набрала она полную корзину, полный передник, и скорее опять на полянку, где костер горел, где 12 братьев сидели. А там уже ни костра, ни братьев нет. Светло на поляне, да не по-прежнему. Не от огня свет, а от полного месяца, что взошел над лесом. Пожалела девочка, что поблагодарить ей некого, и побежала домой. А месяц за нею поплыл. Не чуя под собой ног, добежала она до своих дверей и только вошла в дом, как за окошками опять загудела зимняя вьюга, а месяц спрятался в тучи. — Ну что? — спросила ее мачеха и сестра. — Уже домой вернулась? Подснежники где? Где? Ничего не ответила девочка, только высыпала из передника на лавку подснежники и поставила рядом корзину. Мачеха и сестра так и ахнули. — Ой, да где ж ты их взяла? Рассказала им девочка все, как было. Слушают они обе и головами качают. Верят и не верят. Трудно поверить. Да ведь вот на лавке целый ворох подснежников, свежих, голубеньких, так и веет от них мартом месяца. Переглянулись мачеха с дочкой и спрашивают. — А больше тебе ничего месяца не дали? Да я ведь больше ничего и не просила. Вот дура так дура, говорит сестра. В кои-то веки со всеми 12 месяцами встретилась, а ничего, кроме подснежников, не выпросила. Но будь я на твоем месте, я бы знала, чего просить. У одного яблок да груш сладких, у другого земляники спелой, у третьего грибов беленьких, а у четвертого свежих огурчиков. Умница, доченька, говорит мачеха. Ой, зимой земляники да грушам цены нет. Продали бы мы это, и сколько бы денег выручили. А эта дурочка подснежников натаскала. Одевайся, дочка, потеплее, да сходи на поляну. Уж тебе они не проведут, хоть их 12, а ты одна. Да где им? Отвечает дочка, а сама руки в рукава, платок на голову. Мать ей вслед кричит. Рукавички надень, шубку застегни. А дочка уж за дверью убежала в лес. Идет по сестриным следам, торопится. Ох, скорей бы до полянки добраться. Лес все гуще, все темнее, сугробы все выше, бурелом стеной стоит. Ох, и зачем только я в лес пошла? Лежала бы сейчас дома в теплой постели, а теперь ходи да мерзнись, еще пропадешь тут. И только она это подумала, как увидела вдалеке огонек. Точно звездочка в ветвях запуталась. Пошла она на огонек. Шла и вышла на поляну. Посреди полянки большой костер горит, а вокруг костра сидят 12 братьев, 12 месяцев. Сидят и тихо беседуют. Подошла мачехина дочка к костру, не поклонилась, приветливого слова не сказала, а выбрала место, где пожарче, и стала греться.
Замолчали братья месяцы, тихо стало в лесу. И вдруг стукнул январь месяц посохом о землю. «Ты кто такая?» — спрашивает. «Откуда взялась?» Из дому. Отвечает мачехина дочка. Вы нынче моей сестре целую корзину подснежников дали. Вот и я пришла по ее следам. «Сестру твою мы знаем», — говорит январь месяц. «А тебя и в глаза не видали. Ты зачем к нам пожаловала?» За подарками. Пусть июнь месяц мне земляники в корзинку насыплет, да покрупней. А июль месяц огурцов свежих и грибов белых. А месяц август яблок да груш сладких. А сентябрь месяц орехов спелых. А октябрь... «Погоди», — говорит январь месяц. «Не бывать лету перед весной, а весне перед зимой. Далеко еще до июня месяца. Я теперь лесу хозяин. 31 день здесь царствовать буду». Ишь, какой сердитый! — говорит мачехина дочка. Да я не к тебе и пришла. От тебя, кроме снега да ини, ничего не дождешься. Мне летних месяцев надо. Нахмурился январь месяц. «Ищи лето зимой», — говорит. Махнул он широким рукавом, и поднялась в лесу метель от земли до неба. Заволокла и деревья, и полянку, на которой братья месяцы сидели. Не видно стало за снегом и костра, а только слышно было, как свистит где-то огонь, потрескивает, полыхает. Испугалась мачехина дочка. Перестань! Ой, хватит! Да где там? Кружит ее метель, глаза ей слепят, дух перехватывает. Свалилась она в сугроб, и замело ее снегом. А мачеха ждала свою дочку, в окошко смотрела, за дверь выбегала. Нет ее, да и только. Закуталась она потеплее и пошла в лес. Да разве найдешь кого-нибудь в чаще в такую метель и темень? Ходила она, ходила, искала, пока и сама не замерзла. Так и остались они обе в лесу лета ждать. А падчерица долго на свете жила, большая выросла, замуж вышла и детей вырастила. И был у нее, рассказывают, около дома сад, да такой чудесный, какого и свет не видывал. Раньше, чем у всех, расцветали в этом саду цветы, поспевали ягоды, наливались яблоки и груши. В жару было там прохладно, в метель тихо. У этой хозяйки все 12 месяцев разом гостят, говорили люди. Кто знает, может, так оно и было.